Доброго времени суток. Сегодня попытаемся установить Hermes Paperclip адаптер и прикрутить его к Paperclip. Если раньше вы смотрели каких-то модных блогеров, которые говорят: создам IT-продукт за 20 минут, вы попробовали и у вас не получилось, то добро пожаловать на мой канал. После того, как вы посмотрите мои стримы, у вас получится. Так, что мы сделали уже до этого? Мы установили Paperclip, где можно глянуть. Здесь у нас плейлист. Все, с чем мы работаем, это вот здесь вот установка и настройка окружения. То, что сейчас мы делаем, это Minimax ZAI Paperclip Orchestrator. То есть все здесь вы можете легко догнать нас даже за один день. Окей. В прошлый раз мы посмотрели, что Paperclip у нас установлен. Вот он. Развернут на локалке. Вот это номер порта, через который он работает. И это вкладка, где я пытался понять, сколько денег с меня списывается. Как я не пытался ковыряться в Cloud настройках, я не увидел, что дополнительные деньги с меня списываются, поэтому, во всяком случае, мне кажется, что дополнительных денег с меня не списали, и Cloud уже настроен на OpenClaw, но, по-моему, он еще не работает с Paperclip, потому что он еще не такой известный оркестратор, как OpenClaw. И, может быть, у меня получилось создать гендиректора, который списал 1 миллион токенов и с нулевой ценой в рамках подписки Антропика. Мы это тестировали, связка работает, Paperclip установлен, и Cloud Code в нем уже работает, что очень хорошо. Но теперь мы попробуем связать его с ZAI. Здесь я сравнивал, думал, какую инфраструктуру поднимать. И вот здесь вот мы сравнивали Minimax и ZAI. И получается, Minimax, он чуть-чуть дольше думает и чуть-чуть дороже. А ZAI, ну как чуть-чуть дольше. По идее, как я понимаю, ZAI должен быть в несколько раз, то есть там 200-300% быстрее и дешевле. Вот, поэтому здесь вот я рассмотрел этот вариант, и несмотря, извините, если я вас дезориентировал, вначале я сказал, что ухожу на Minimax, но когда я здесь уже смотрел, какую инфраструктуру поднимать, то я остановился все-таки на ZAI, и сегодня мы будем пытаться именно это и сделать. То есть последовательность такая: Paperclip установить, оттестировать, что он хотя бы работает с тем, с чем он базово должен работать, с Cloud Code. Мы это оттестировали. Здесь это сделано. Paperclip, ну вот здесь вот, да, получается, сегодня выйдет то, что у нас получилось подключить Paperclip к Cloud Code и запустить. Здесь все написано, да, то есть мы автозагрузку сделали, то есть при перезагрузке он перестает работать, поэтому мы создали автозагрузку этого локального сервера, чтобы это все работало. Окей, теперь мы пробуем продолжить нашу работу. Я, чтобы облегчить работу десктопного Cloud Code, как установить десктопный Cloud Code? Вот здесь вот в плейлистах установка, настройка окружения, здесь это все есть. Но если у вас по каким-то причинам нету Cloud Code, то вы можете просто вручную вводить те же команды, которые он сделает на экране, будут видны. Так, я ему тогда ввожу ZAI. Диктовать будем через чат GPT, потому что он хорошо воспринимает русскую речь. Визуализация кликов, левая кнопка – это красные круги, визуализация правой кнопки – это синие круги, а кнопки, сочетание кнопок
видны на экране для удобства для вас, что я делаю. Окей. Сегодня мы с тобой будем устанавливать связку. У нас уже хорошо работает и правильно поднят Paperclip. Он работает вот на вот этом локальном сервере, который у нас находится. Paperclip, давай я тебя освежу, вот его GitHub. Если тебе нужна какая-то документация по Paperclip, то ты ее можешь там почитать. Глобальная у меня задача уже оттестировать ZAI с их API-ключом. Здесь ты залогинен, точнее я залогинен, но для тебя вход через мой браузер, реальный браузер, а не через имитацию браузера с fetch командой доступен, и там ты можешь скопировать как API key ID, и также там есть API key, если они понадобятся. И нам ZAI предоставляет в день несколько бесплатных запросов, то есть как минимум один запрос мы сможем отправить даже на любую модель и получить какой-нибудь ответ. Я надеюсь там создать какой-нибудь файл и оттестировать, потом уже оплатить полноценно и оттестировать. Но сегодня просто оттестировать связку, что связка с ZAI работает, этого будет достаточно. И вот тебе ссылку на Hermes. Я прошу тебя взять под управление мой компьютер, мой браузер, и от моего имени настроить связку моего Paperclip с оберткой Hermes Paperclip адаптер, чтобы связать ZAI. Если тебе нужны какие-то действия от меня, то скажи. Если нет, то просто приступай к задаче. Вот такое вот мы надиктовали. Выделяем, вырезаем и вставляем. То есть все ссылки мы уже дали ему, чтобы ему просто было, чтобы он не додумывал ничего. И глянем, что он тут будет делать. Вкладки под управлением искусственного интеллекта, они такие красятся как будто бы в неоновый цвет и берутся в специальную рамочку. Так, смотрим. То есть он вначале git читает, потом смотрит API key. Так, вроде бы он уже начал управлять браузером, да. То есть вот это он подключился. Проект ZAI Account. И он идет на Hermes Paperclip адаптер, чтобы почитать, что внутри. Здраво, хорошо. Поддержим его. Так, он открыл там, где хранятся API-ключи. Хорошо. Они так вот удобно копируются, что не видно. То есть я кликнул, и здесь copied successfully. По-моему, он сделал то же самое. See text and images copied to the clipboard. That AI want to see. Да. То есть, получается, Клауд через проект ZAI запросил считать API key. Давайте мы ему скажем, что мы ведем стрим, и чтобы он хоть и вставлял эти ключи, но чтобы он на экранах не показывал. Все, что я сейчас делаю, я записываю мой экран, и поэтому скопированные API-ключи, они являются такими вот секретными данными для управления аккаунтом, и поэтому, пожалуйста, их хоть и используй, но не выводи на экран, если можно, потому что за моим экраном следит неограниченное количество людей, и эти данные должны остаться секретными, пожалуйста. Все твои ответы тоже видят зрители. Так что, пожалуйста, не используй мои какие-то личные данные. Только то, что нужно для выполнения задачи. Спасибо. Так, дали ему установку, что за ним наблюдают. Так, что он тут понаписывал нам? Прочитал readme, это важно. Адаптер нужно зарегистрировать в исходном коде. Paperclip, давай сначала выясню структуру файлов и получу API-ключ. Вижу ключи, давай увеличу
Чтобы прочитать значение, одновременно найду, где Paperclip хранит свои файлы адаптеров, а ключ замаскирован, нажму кнопку копирования, чтобы получить полное значение. Да, все правильно. Получил полный ключ, теперь найду, где установлен Paperclip сервер, чтобы добавить в него адаптер. Мне нужно запустить команды на Windows, открою файловую систему через браузер, чтобы найти Paperclip. Отлично, Hermes Local уже встроен в Paperclip. Когда он успел? Отлично, Hermes Local уже встроен в Paperclip, адаптер Hermes уже есть в регистре TS. Это обозначает, что нам не нужно ничего компилировать, нужно только установить Python агент Hermes и настроить ZAI. Сначала отвечу на твою важную просьбу. Ключ API больше не буду показывать в ответах, только использовать его в командах. Прости, это уже появилось на экране. Так он и не показывал, все нормально. Теперь поехали, нужно открыть терминал на твоем Windows, чтобы установить Hermes. Я так понял, что все-таки действительно, я так понимаю, что это сервак наш работает и что-то там делает. Поэтому мы, наверное, запустим еще. Тут есть плюсик? Да, плюсик тут есть. Все окей. То есть можно тогда ничего дополнительно. Клауды написали и запустили его. Разрешить в этой папке, да. Senet, чтобы больше запросов было. Так, хорошо. Paperclip работает, вижу дэшборд, обновляю статусы и пробую создать нового Hermes агента. Кликну плюс рядом с Agents. Ага, то есть тут вот создается агенты. Давайте посмотрим, это интересно. Какое-то здесь представление такое, да, поехавшее чуть-чуть. Как бы это... Он сейчас этим управляет. Где эти агенты находятся? Верстка сломана. Катастрофически. Такой маленький обзор. О, то есть он выбрал. И мы видим, здесь уже появился Hermes агент. У кого, допустим, не установлен Cloud Desktop и не получается его установить, чтобы воспроизвести эту установку, я сейчас его попытаюсь, попрошу дать алгоритм, как он сделал связку Paperclip с Hermes, потому что мне тоже интересно, как это так получилось. У моих зрителей не у всех есть установленный Cloud Desktop, такой умный искусственный интеллект, который им поможет это все сделать в браузере и натыкать в нужные вкладки. Скажи мне, пожалуйста, как ты сделал связку Paperclip с Hermes? Вот такая вот простая инструкция, выведи ее просто на экран, то есть что было сделано, что он появился, этот Hermes появился среди агентов в Paperclip. То есть я видел, когда ты уже добавлял нового агента, то там уже был, верстка вернулась, то там уже был Hermes. Но как он там появился? Почему он там появился? Выполнял ли ты какие-то действия, чтобы он там появился? Вот это расскажи и выведи, пожалуйста, на экран максимально коротко. То есть, если ты устанавливал какие-то команды, то выведи команды, выведи шаги, то есть просто, чтобы зрители смогли воссоздать то, что ты сделал у меня. Так, сейчас вот такое вот ему загрузим, потому что, мне тоже интересно, как он, так связку быстро прокинул. Так, вижу Hermes агент в списке, нажму точно на него. Hermes агент выбран, доступен. Теперь показывает Hermes агент. Закрою список, кликнем в него. Отлично, теперь Hermes агент выбран. Внизу уже есть команда Hermes. Прокручу вниз, чтобы увидеть поле Model и другие настройки. Вижу, что все, что нужно. Поле Model, Environment, Variables. Для API ключа кликну на Dropdown, Select Model Required. Так, нам надо выбрать модель. Быстрее всего работает браузерный клауд, поэтому я попытаюсь работать через него.
есть ZAI, и я хочу понимать, какая модель соответствует Cloud Code Sonnet среди моделей ZAI. Моя цель – это создание кода, и моя цель – использовать не аналог Opus, самая топовая модель от антропиков, а использовать среднюю модель Sonnet, потому что ее ресурсов для моих задач вполне хватает. Какую модель мне выбрать в ZAI, искусственном интеллекте, для кодинга, что аналогично Сонету от антропиков. Так, применяем, копируем, выделяем, вырезаем, вставляем и запускаем в браузерный Клод, пусть он пока думает. Мы возвращаемся в десктопный и читаем дальше. Paperclip говорит: No Hermes model detected yet. Hermes еще не установлен, но я могу ввести модель вручную type to create. Сначала нужно узнать точное название модели ZAI. Уже делаем через браузерного агента. Проверю это быстро на ZAI. Ну, молодец, что да, подстраховывает. Страница ZAI не загружается. Попробую через API их модели узнать напрямую через ZAI API Endpoint. Хитрый ход. Да, классно, молодец. Так, здесь мы спросили, как вы можете установить то, что он сделал. То есть, как он прокинул фактическую связку между Paperclip и Hermes, так что я даже ничего не увидел, учитывая то, что он утверждает, что у него нет доступа к командной строке, и поэтому он никаких команд не устанавливал. То есть он просто имел доступ к браузеру. Отвечая на твой вопрос, для зрителя Hermes не нужно было специально устанавливать. Вот почему он появился. Почему Hermes Agent уже есть в Paperclip? Короткий ответ: Hermes Paperclip адаптер, встроенная зависимость Paperclip. Ой, как хорошо. Он появился автоматически при установке Paperclip. Как классно. Единственная команда, которая это сделала, npx Paperclip onboard yes. Классно. Все это одна команда установила Paperclip вместе с 9 встроенными адаптерами. Cloud Local, Codex Local, Gemini CLI Local, OpenCode Local, Cursor Local, PI Local, OpenClaw Gateway и Hermes Agent появился также автоматически. Очень-очень хорошо. Супер. Я думал, все будет намного сложнее. Process HTTP. Я это подтвердил, прочитал исходный файл, сервер src адаптер registry ts в GitHub репозитории Paperclip. Там Hermes Paperclip адаптер жестко прописан как зависимость. Шикарно. Никаких дополнительных команд для его появления не требовалось. Ура! Но чтобы Hermes реально заработал, выполнял задачи, еще нужно bash, pip install Hermes Agent, шаг 2, настроить ZAI ключ, создать файл config YAML со своим API ключом от ZAI. Сейчас я как раз настраиваю следующий шаг, подбираю правильное название модели ZAI для поля model при создании агента. Я могу делать по-простому, то есть я могу скопировать это все и закинуть в терминал, там, где уже запущен клауд. Но я понимаю, что это достаточно простые вещи. То есть он может просто создать, я могу его попросить создать пайтоновский скрипт, и он уже знает, через браузер зашел в файл, где можно копировать API ключи, и он может просто прописать это все, чтобы просто не копировать и не вставлять, потому что если я здесь скопирую, да, оно безопасно копируется, но если я начинаю вставлять уже здесь, то я, получается, показываю полностью свой ключ. Чтобы не показывать свой ключ и оставить его безопасным, я попрошу это сделать через создание и запуск
пайтоновского скрипта, который это все сделает. А я ведь правильно понимаю, что ты уже знаешь, где хранятся мои API-ключи от ZAI, и ты их хоть и не показываешь, но они у тебя есть в памяти, или ты можешь повторно зайти на эту ссылку и повторно их скопировать, если тебе они будут необходимы. И то, что ты описал мне сделать через терминал, я правильно понимаю, что ты можешь просто создать файл python-овский, где ты пропишешь, что это все будет выполнено, и просто создашь этот Python скрипт, его запустишь, и все уже создастся, правильно? И в Python скрипте ты можешь определить, вот здесь у тебя сейчас написано C, user, и user, он не прописан, то есть ты можешь просто прописать, где на самом деле ты находишься, как правильно называется user, чтобы это все появилось, правильно? Вот, я думаю, это будет проще всего сделать таким именно образом. То есть ответ на вопрос, как сделать так, чтобы Hermes агент появился в Paperclip AI, ответ, он там автоматически есть. А как его установить? В терминале написать pip install Hermes agent и создать файл вот по вот этому пути с таким вот названием и туда прописать API-ключи. Я думаю, тут чуть-чуть есть особенности. То есть, наверное, здесь вот в Hermes Paperclip Agent где-то, ну, допустим, в README указано, как прописывать API-ключи и где. Ну, допустим, по поиску. API. Ну вот. То есть есть определенная структура, в которой должно это все выбираться. То есть мы должны... мы же должны еще выбрать, в какой модели мы должны это все делать с ним. Тогда возвращаемся к браузерному. И он нам дает аналог для Sonnet. Ответ однозначный. GLM 4.6. Вот почему именно эта модель. В документации ZAI прямо указано, что GLM 4.6 в оценках на 8 авторитетных бенчмарках показывает результаты на уровне Cloud Sonnet 4, Cloud Sonnet 4.6 на ряде лидербордов. Более того, в реальных тестах кодинга в среде Cloud Code 74 задачи GLM 4.6 превосходит Cloud Sonnet и другие модели, даже превосходит. При этом потребление токенов у GLM 4.6 более чем на 30% эффективнее, чем у GLM 4.5. Это он сравнивает 4.5 GLM и GLM. Это все ZAI модели, я так понимаю, самый низкий показатель среди сопоставимых моделей. То есть GLM 5 это Opus, топовый уровень, GLM 4.6 это то, что нам надо, Cloud Sonnet средний, твой выбор, GLM 4.5 это Cloud Haiku. Окей, значит GLM 4.6 это то, что нам надо. Это нам нужно для выбора здесь модели. Да, все правильно. Я знаю имя пользователя, Webcode блогер из пути к файлам, которые мы видели раньше. И API-ключ я могу снова получить с ZAI через браузер, когда потребуется. Сейчас создам Python скрипт, который сделает все автоматически. Сначала получу свежий API-ключ из браузера, чтобы скрипт был точный. Ключ получил. Теперь проверю формат. Конфиг YAML для Hermes.
Странно, что я думал, еще будет пояснение здесь, как его писать, что где-то здесь будет описание, как он должен быть написан. Встречается только в одном месте. Я ждал, что будет какая-то вот такая вот понятная структура. Может быть, именно такую структуру и надо описывать. Хорошо. Я выбрал модель, которую хочу использовать из ZAI. Вот ее название. И вот ссылка на документацию, как правильно оформлять тот файл, который ты хочешь создать через Python-овский скрипт. Как я понимаю, там нужно указать модель, которую мы хотим указывать, и использовать, или это делается не там. Ну, в общем, модель у тебя есть. Если какие-то данные еще должны быть получены тобой от меня, то дай мне знать. Может быть, модель выбирается в Paperclip, я не знаю. Так, отобьем энтерами, ну и вставим. Так, на английский перешел, теперь я имею все, что мне нужно. Пожалуйста, дайте я проверю конфиг YAML. Так, я закрою, потому что я думаю, здесь будут API. Так, вся информация у меня есть. ZAI API я зашиваю в файл env. Базовый URL, я так понимаю, endpoint для посылания запросов. Модель, которую он выбрал, GLM 4.5. Вот, ну, то есть он сам выбрал модель, и получается, она соответствует хайку, то есть самому легкому и дешевому. Для теста это нормально, но я бы хотел уже сразу привязывать модель, которая полноценная, хорошая, средняя для кодинга. И вот конфиг здесь настроен. Скрипт готов, запусти его так, двойной клик на файле, в терминале, Python setup, Hermes ZAI, Py. Скрипт сделает 3 вещи, установит Hermes Agent через pip, создаст файл с моделью GLM. Вот мы модель как раз изменим. Создаст C users vibe-coder Hermes environment с вашим ZAI API ключом. После того, как скрипт обработает, дай знать. И мы сразу вернемся в Paperclip, чтобы завершить. Окей. Тогда мы еще ему надиктуем. И дай мне, пожалуйста, точный адрес, абсолютный путь до самого файла, который ты просишь меня запустить, чтобы мне было удобнее его найти. Потому что он создает, но использует относительный путь, а не абсолютный. И где он создал вот это вот. Если просто запустить вот эту команду, то там, где в папке мы находимся, именно в папке он будет Python скрипт искать этот файл. Но мы, скорее всего, 99% будем в какой-то другой папке, чем там, где он создал этот скрипт. Так, хорошо, что мы вот читаем, не просто доверяем, а думаем, смотрим и выбираем модель, которая для кода подходит. Скрипт обновлен, вот что нужно знать. Абсолютный путь до скрипта. Как запустить? Окей, да, запускаем. Фактически это даже мы запускаем не через терминал, а мы запускаем через клауды, который может сразу посмотреть, если какие-то там ошибки вывалятся. Ну, сейчас сработало все с первого раза, то есть это хорошо. Нет, вот ошибка. Получается, он встроил там русские пояснения,
и надо по-другому запускать. Хорошо, что мы запустили через умного агента, который сейчас перезапустит с кодировкой UTF-8, то есть вот тут вот дополнительно перепрописывает. Вот, правильно, что мы запустили через браузерную, через command line агента. Так, что он делает? Error, код. Давайте спросим у нашего главного создателя. Что нажимать? А то ведь нажимай, если это разрешит исправление скрипта, после чего он запустится снова без ошибок. Как хорошо, что мы не просто выполнили его задание, а запустить просто в терминале. Так, ну я думаю, что это тоже просто исправление русского языка, что он там, наверное, команды какие-то написал, пояснения для меня на русском языке, и это сломало все, потому что надо по-особому запускать, если там русский язык. Ну вот, print, F, ошибка, код возврата, установка. Я тоже у него спрошу. То есть сейчас он хочет поискать, где установлен по факту Гермес, но если этот чат у нас уже понимает, он выступает у нас как помощник по архитектуре, то, может быть, он знает, что в какую-то определенную папку необходимо это устанавливать. Я не хочу нажимать двойку, я хочу читать, что происходит. То есть сейчас он ищет, где установлен Гермес и какая его версия. Он хочет поискать эту библиотеку, где она находится. Давайте мы ему скормим конкретный файл. То есть мы нажимаем не единицу, а табуляцию и Enter, чтобы он точно знал. То есть он хочет поискать как правильно прописывается вот это вот все, что десктопный клауд у нас повыдумывал. Я так понимаю, что, может быть, он неправильно прописал структуру файла, YAML, вот и environment. Так, вот теперь, да, он ищет не просто в интернете, я ему дал прямую ссылку на документацию на GitHub, чтобы он точно знал, какой продукт мы устанавливаем и где по нему можно почитать информацию. Вот, он успешно прочитал эту информацию и уже внутри своей сессии имеет эту информацию. Кстати, к слову, просто вот видите, здесь там 1000 токенов, 17 тысяч токенов. И когда мы через вот этот вот paperclip что-то делали, то здесь мы создали простой файл, и у нас списалось 1 миллион токенов. То есть мы посмотрим, может быть, то есть 1 миллион токенов, наверное, у меня списывается там обычно, когда я работаю с клауд-кодом, если я не ошибаюсь, не знаю, 3, 4, 5 часов. Может быть, если я правильно понимаю, что это 1000, тут 17. Вот. А там за одну маленькую задачу. То есть, может быть, вот эта вот обертка paperclip, может быть, она приведет к сильно большим потреблениям. У него есть сложности с прочтением, поэтому мы просто пройдем сюда, скопируем все, что здесь в readme, нажмем «Да, разрешить», табуляцию и
вставим ему сразу этот... Он вообще вставил или нет? Табуляцию. Ctrl-V. Paste anyway. Да, но я не вижу, что здесь что-то отразилось. Обычно там пишется в кавычечках, в квадратных скобках, какой текст я вставил. Может быть, принудительно вот так вот мы выделим и вставим, может быть, тогда ему проще будет. Так, скопировали. Табуляция. Вставить все равно, да. И Enter. Я не вижу, что он как-то вставил. Он пытается из pip install инсталлировать. Я хочу с ним пообщаться. Почему не вставляется? Это что, слишком много информации или что? Или тут какие-то неразрешенные символы? Вот, только сейчас вставилось. Давай пообщаемся. Я хочу понимать, что ты делаешь. Ты запрашиваешь меня разрешение на какие-то команды, и с pip ты хочешь устанавливать Гермес, а вообще я вижу его на GitHub, то есть тот ли этот Гермес на пипе, который в GitHub, и вот я тебе сбросил документацию на него. Давай пообщаемся, что ты делаешь и что ты пытаешься сделать. Просто ему все равно, что делать. Он берет у нас деньги просто за активность. Если мы внутри и что-то делаем с ним, то он успешен и он зарабатывает для своих хозяев. Но нам надо делать не что-то, а нам надо делать наши проекты. Поэтому мы хотим понимать, на что он расходует наши ресурсы, наши деньги, наши токены. То есть... Хорошо, давай разберемся, что происходит. Твой скрипт setup Hermes ZAI пытается выполнить pip install Hermes agent. Я проверил проект, пакет Hermes agent не существует, возвращает 404. Именно поэтому установка падает с ошибкой no matching distribution found. Окей. Судя по ритме, который ты скинул, правильная команда установки действительно pip install Hermes agent, но похоже пакет еще не опубликован на окей. И требует другой способ установки. Два отдельных проекта. Hermes на PI, инструмент для публикации научного ПО, и Hermes Agent, Nose Research AI Agent с 30+ инструментами. То, что нужно, но на PI его нет. Еще одна проблема. У тебя стоит Python 3.6. Readme требует Python 3.10, даже если бы пакет был. Нужно сделать, проверить GitHub, репо. Там, вероятно, есть инструкция по установке, возможно, через pip install git. Или скачать релиз. Установка по... Давайте просто скачаем релиз. Проверь все Python-версии, которые у меня установлены. Так, здесь мы запулим туда. Значит, здесь мы заходим на главный. Здесь вот мы ищем релиз. И я не вижу ничего. Так, unverified. Давайте у браузерного поспрашиваем. Вопрос с Python мы не будем трогать. И поднимем с ним вопрос.
А какая вообще процедура установки Гермеса предусмотрена вообще самой документацией? А могу ли я просто ее скачать, установить? И, ну, вообще, как мне сделать связку, чтобы она поднялась? Hermes, Paperclip Agent и Paperclip. Как вообще это предусмотрено в readme файле и как вообще это люди должны делать? Есть ощущение, что я очень близок к тому, что я не буду давать какие-то команды, а все-таки действительно пойду что-нибудь руками делать. Так, что он тут? Да, разрешить. Теперь вижу полную картину, объясни честно, что происходит. Жесть. До этого, значит, полную картину не видел. Что на самом деле предусматривает документация? Hermes Agent не публикуется установка происходит через bash скрипт. Или в readme явно прописан native Windows is not supported, please install VSL 2. Как эта связка должна работать на Windows? Paperclip, Windows Port 3.11, 31.00 вызывает команду VLS Hermes, VLS 2 Linux окружение внутри Windows, там установлен Hermes Agent ZAI API, то есть такая схема установлена в VS. Ну, вроде бы мы так и собирались, только он забыл, потому что он уже 2 или 3 раза сокращал нашу беседу для того, чтобы продолжить здесь же. Создаем конфликт ZAI уже внутри конфиг. В Paperclip в поле command вместо Hermes пишем будет корректно вызываться. Так, что мне нужно взять от вас прямо сейчас? Откройте VSL статус. Окей. Да, можем такое сделать. Еще не установлен. Ну, получается, если... Так, что у нас тут получается в Python? Есть ли вот отличная новость? Есть Python 3.14 и Python 3.6. Так что все нормально. Так, хорошо. Запускает скрипт через правильную версию. Нет, нам этого не надо. Мы, наверное, сделаем... Мы, наверное, скормим ему в терминал, чтобы он корректно понимал все вот это. Скопируем, ставим, а потом вот это вот скопируем, ну, даже сразу скопируем, вставим. И вот это скопируем, вставим. И надиктуем. Как ты оценишь процедуру, как устанавливать Hermes Agent в Paperclip? Правильный ли план или неправильный? Хочешь ли ты что-то скорректировать? Что из этого ты можешь выполнить самостоятельно? Почему мы вернулись в командную строку? Потому что десктопная версия, он говорит, что он работает тоже на Linux виртуально, и что он не имеет возможности запускать все команды в командной строке непосредственно. Поэтому мы пошли в командную строку. Насколько я помню, запущено без прав администратора. Но видите, как токены расходуются? Ну, совсем мало. Да, там сразу 1 миллион на простую какую-то задачу. Так что, ну, есть какие-то тревожные моменты, но посмотрим.
Так, полная картина, вот честная оценка, план Б правильный и единственный надежный, официальная документация правильно говорит, native Windows is not supported, please install VSL, никакого другого пути нет. Важный факт, у Hermes Paperclip Agent на GitHub 0 релизов, проект молодой, raw, pip install Hermes Agent в README. Это цель, а не факт, пакет на... Что я могу сделать самостоятельно? Установить статус VSL на твоей машине? Да. Установить VSL 2? Нет. Требует права администратора и перезагрузки. А нам VSL 2 надо, да? Хорошо. Значит, CMD. Правая кнопка Open как администратор. Я ввожу пароль. Запустился через администратора. Здесь тоже запускаем клауды. Даем ему разрешение и даем команду. У тебя есть помощник, которому дай техническое задание для установки VSL 2. Что необходимо, и запроси от него какой-нибудь обратный подтверждающий код, информацию, чтобы он тебе отчитался о результатах. Ну, то есть он говорит, что VSL он может установить, а нам нужен некий VSL 2. Поэтому нам-то зачем то, что нам не надо? Если он не может это сделать, пусть... Ну, хорошо, что сказал как администратора и перезагрузи. Запустить install SH внутри VSL. Да, после того, как VSL появится. Создать Hermes ZAI настройки внутри VSL. Да, настроить Paperclip VSL командой. Да. Если покажешь где, поставить npm install. Окей. Я попросил дать техническое задание, то есть дай техническое задание тому, кто будет настраивать VSL 2, что он должен сделать. Это будет отдельный терминал с разрешениями администратора. Так, он пытается получить статус. Мы сюда вставим... Да, разрешим ему посмотреть статус, но также вставим... что мы от него просим сделать. Он спрашивает, где есть ли какой-то VSL установлен, дистрибутив и как его устанавливать. То есть я так понимаю, что он запрашивает эту информацию для того, чтобы составить качественное техническое задание для помощника. Мне кажется, что он сказал, с одной стороны, что он не может установить VSL 2, но, по-моему, он сейчас пробует установить VSL 2. Ну, окей, пусть попробует. Значит, права администратора были не нужны, или он их может обойти? Я удивлен чуть-чуть, то есть он ищет, где находится VSL, хотя мы его не скачивали. Давайте его прервем. А что ты делаешь? Опиши мне в 40 слов. Я его останавливаю, он что-то запрашивает и запрашивает новое и новое.
Мне это не нравится, я просто закрываю терминал и заходим там, где админ. VSL2, что это? В 10 слов ответь. Установи ее. Тут вставлять по-другому. Тут не Ctrl-V, Ctrl-Shift-V или правая кнопка. Так, установить, да. Давайте я сделаю чуть-чуть крупнее, чтобы вам было легче видно. Как и ожидалось, нужны права администратора. Сделать так. Ты запущен с правами администратора. Если что-то не то, то просто используй какой-то другой код, который будет в коде говорить о том, что необходимо использовать права администратора, потому что ты был запущен с правами администратора, это точно. Загрузка пошла, установка пошла. Так, что у нас сработало? Просто он по-другому написал код, и он сработал. До этого, значит, он просто не так написал код. Он запустил через PowerShell. Он сам находится в CMD, и он понял, что через CMD он не сможет установить, и он прописал, что через PowerShell нужно запустить. И все случилось. Так, какое у нас там имя в аккаунте в YouTube? И будем использовать его как имя аккаунта здесь. Тоже правой кнопкой, то есть Ctrl-V не работает, Ctrl-Shift-V тоже не работает. Правая кнопка вставляет то, что было в буфере обмена. Так, выбираю пароль, ввожу повторно. Вроде бы на экране не отображается, хорошо. To run a command as administrator, use root, use sudo command, cmain sudo root for details. Окей, мы это просто возвращаем в этот чат. Чтобы он уже понимал, что все сработало, мы установили юзера, задали пароль, и уже пошел какой-то дальнейший процесс. VSL2 Ubuntu успешно установлены, все прошло автоматически. VSL 2.6.3 установлен, Ubuntu установлен и запущен. Пользователь буднего веб-код блогера создан. Теперь можешь запустить Ubuntu командой VSL exe. Так. Мы это сделали. Возвращаемся сюда. Что дальше?
Этот человек у нас человек. Это у нас архитектор. Cloud Desktop. Отлично, VSL Ubuntu готовы. Сейчас создам скрипт, который сделает все автоматически прямо через VSL 2. Ну ладно, пусть создаст. Так, вроде API ключей никаких здесь нету. На экране вырезать не придется. Хорошо. Скрипт готов. Окей, я его копирую. Захожу в терминал, вставляю. Так, оно вообще интересно. Окей, только правая кнопка. Enter. Но я вроде бы настраивал. Тут есть какие-то настройки. Properties и Use Ctrl-Shift-V. Да, вот тут вот. Окей. Run command. Да, запустить. Скрипт содержит синтаксические ошибки. Порой shell не умеет обрабатывать headoc внутри строк. Давай посмотрим. Да. Замечательный пингвинчик у нас установлен. Так, вроде бы тут ключи тоже нигде не прописаны, так что не надо будет вырезать. Хорошо. Так, и он изменил код и пытается запустить. Новая эра, когда мы не просто копируем и вставляем в искусственный интеллект, и он что-то отвечает, а когда он уже видит непосредственно ошибку и сразу реагирует на нее, это просто прелестно, потому что разобраться, я помню, когда я... Ключей вроде бы тут тоже нету. Можно подтвердить и попробовать. Помню, когда, чтобы разобраться в ошибке, забрасывал его в GPT-ху. GPT-ха первый появился исторически. Ну, или я с ним первым познакомился. И он тогда из такого полотна ошибки мог быстро вычленить, что там не так. Это было, ничего себе, прогресс. А сейчас уже напрямую из терминала читает. Это просто очень-очень-очень классно. Ну, особенно, когда проходил вот эти вот ступени неудобности. Вручную писать и искать что-нибудь в Stack Overflow. Выбирать, какой из примеров, которые авторы предложили, самый лучший, ориентироваться на пальцы вверх или там вообще хоть кто-то бы ответил. Бывали такие сложные запросы, что мало кто отвечал. Получается, что он сделал? Он русский язык вычеркивает из кода, переписывает это же на английский язык, и вроде бы то тогда должно срабатывать. Так, FFmpeg это вообще... то есть в него я смогу прямо диктовать, это было бы вообще прикольно. Но хотя если за это будут списывать дополнительные токены по... Тут я захожу и диктую бесплатно, а там будут токены списывать, наверное. Sudo is need only to install optional system packages, grep ffmpeg via your package manager. Ну то есть это дополнительно можно доустановить, чтобы надиктовывать туда напрямую. Hermes agent itself does not require or retain root access. На Гермесу не нужен доступ бесконтрольный как администратора.
Я так понимаю, что что-то произошло. Возможно, он установил, но как это нам оттестировать? А что было сделано, что на какой стадии, как понять и как оттестировать связку Paperclip с Hermes Paperclip адаптер? Я очень обрадовался, когда в Paperclip Hermes уже был автоматически. Говорит, что все нормально, жди. Что происходит сейчас? Скрипт делает 3 шага. Первый запуск официального install скрипт Hermes внутри WSL2 Ubuntu. Он устанавливает Python зависимости, FFmpeg для голоса, RipGrep для поиска. Это занимает 1-2 минуты. Записывает 2 файла в WSL. Модель, ваш ZAI API ключ. Проверяет команда Hermes, доступна в PASS. Что делать после завершения скрипта, когда увидите done? Так, а когда мы увидим done? Процесс зависит, ожидая ввода пароля sudo для ripgrep ffmpeg, исправляя скрипт, передам end, чтобы пропустить опциональные пакеты. Да, это правильно, потому что, я не планировал там использовать за платные токены на диктовывание голосом. Оно и так работает корректно от целого GPT-ха. Run shell команд. Я так понимаю, что он пытается остановить прошлую команду и перезапустить. Он говорит, что в silent, а я хочу, наоборот, все видеть. Перепиши, пожалуйста, команду так, чтобы все логировалось и корректно выводилось на экран, чтобы мы понимали, если что-то где-то отвалится, чтобы мы понимали, где отвалилось. Мне в команде не понравилось silent режим, и поэтому я попрошу его не использовать silent режим. Правда, он может превратно понять, логировалось, что нужно создать дополнительный скрипт и отдельный файл, в которые будут складываться логи по продвижению. Я не имел в виду создание какого-то скрипта, который будет логировать, что сделалось правильно, что сделалось неправильно. Я говорю о том, что не используй, пожалуйста, silent режим, когда мы на экране не видим, что происходит. Если где-то отвалилось, то мы не поймем, где отвалилось. Я просто хочу видеть, что происходит, ни больше, ни меньше. Дополнительные надстройки я прошу тебя не делать. Просто не запускать в silent режиме. Да, я думаю, вот это ему надо скормить. Да, разрешаем, но если это какое-то сложное действие, то давай. Понял, возвращаю оригинальный скрипт, просто убираю захват вывода в переменные, все пойдет прямо на экран. Супер. Да. Теперь весь вывод VSL и bash идет прямо на экран, ничего не захватывается в переменные. Запускай. Ох уж эти искусственные интеллекты.
все равно, если я запускаю, я отправляю ему это в чат, и он выполняет это, а он мне дает задание, чтобы я скопировал, чтобы я отправил ему, чтобы он запустил. Ну, искусственный интеллект умеет не работать. Все должно происходить очень быстро, потому что у нас очень быстрый интернет, и все должно происходить прямо за секунды. Поэтому я не понимаю, что происходит. У нас очень быстрый интернет и нормальный компьютер. Скажи, пожалуйста, как понять, что происходит? То есть, когда нет какой-то информативной динамики, когда я не вижу, что происходят какие процессы, то мне кажется, что просто там есть какая-то ошибка. То есть быстро мы дошли до какой-то ошибки, остановились на ошибке и стоим и ждем, пока мы уперлись в ошибку. Как мне понять, что это не так? Тайм-аут 5 минут. Секунды остановились как-то, 1 минута 58 и зависло. Здесь у нас ничего не происходит. Посмотрел на запись, у меня верх головы в красном, все тело и низ лица в зеленом. Смешно. То, что прописано в файле, это мы просто пытаемся связать два сервиса. Есть сервис Paperclip и есть Hermes, обвязка вокруг него. И есть ZAI, искусственный интеллект. И вот мы пытаемся выполнить то, что описано в этих документах. И какой путь у нас будет для этого, абсолютно не важно. То есть, если ты сможешь самостоятельно создать эти файлы без каких-то там Python скриптов, которые ты должен изменять, то ты знаешь, что мы пытаемся сделать, какую модель мы пытаемся использовать, и ты знаешь API-ключи. Если ты можешь это просто сделать как-то по-другому, нам помочь поднять эту связку, то сделай, пожалуйста. Ctrl-Shift-V. Дослали ему. Отбойник тут установлен на 5 минутах, то есть когда вот сейчас через 10 секунд пройдет
еще там совсем чуть-чуть, то, по идее, должен отвалиться процесс, и он начнет уже активно обрабатывать наши следующие вот эти вот запросы. Я надеюсь. Так, тут зависло. Мы когда вот так вот делали, то он что-то растормаживался. Он прочел наши запросы после того, как здесь не получилось. Мы уперлись в ограничения по времени. 5 минут. Он заглядывает в свои личные записи насчет этого проекта, насчет этого диалога. Так, тут нажать вниз для управления. 3 shell процесса запущено. Скрипт снова завис, echo n не попадает в std-in bash, а из-за пайп ошибки остановим его и пойдем другим путем. Ты прав, давай без сложных скриптов. Сначала читаю документацию, параллельно проверяю, что уже установлено. Да, разрешаю сразу читать все на гите без спроса у меня. Что фиксируем? Cloud Desktop не помог, не сработал. То есть он попытался выдумать какой-то Python скрипт для того, чтобы все это создать, но не получилось. Теперь мы уже в Cloud код, который внутри терминала. Да, эти команды можешь запускать без спроса со мной. Два видео или там 3 видео назад Cloud Desktop оптимистично говорит: да зачем там тестировать, Paperclip установлен или нет, сразу Paperclip, к нему установим Hermes, туда подключим сразу или Minimax или ZAI, и там уже сразу все протестирую, сейчас там минута делов. Так, я не понимаю, что это делает. Какую команду? У меня есть отдельный диалог с клауда. Опиши код в 5 слов. Это он устанавливает. Ну, супер, хорошо. То есть он напрямую прочитал документацию в гите, и он через bash устанавливает из гита. Вот Hermes агент и устанавливает. То, что происходит, мне нравится. Если мы делаем что-то новое, то это хорошо. Часто бывают такие моменты, что расстраиваешься в разработке, что-то не получается, делаешь и не получается, но потом, как я начал себя поддерживать и подбадривать, и делюсь с теми, кто час 14 уже пробовал вместе со мной на этом стриме. Если у меня появляются новые ошибки, значит, я продвигаюсь вперед. Вот у нас новые подходы тестируются и новые ошибки, которые мы преодолеваем. То есть он уже нашел нужный флаг и запускает заново уже установку внутри виртуальной Linux машины Ubuntu
установку туда вот этого Гермес-агента. Хорошо, да, вот это уже правильный путь, я так понимаю. Ну, я понимаю, что он делает. Я думаю, что это уже должно привести к результату. Чем полезны именно вот такие вот честные стримы, когда пытаешься, не получается, то они обучают, как выходить из таких сложностей. Ну и что все сталкиваются со сложностями в разработке и в настройке окружения, тем более. И вот смотрите, как решаю задачи. Это не какая-то там инструкция, где вот у нас все получилось, вот мы нажали вот эти 3 кнопки, у нас все получилось. Мало когда так работает. Очень мало когда так работает. У больших компаний, у которых хорошие команды, там в 1000 человек разработчиков, которые все откатали, да, вот они уже могут сделать так красивенько, плавненько, чтобы все работало и настраивалось. Так, мне все-таки хочется видеть какой-то прогресс, какую-то статистику, ну, что-нибудь такое. То, что здесь зависает на 14 секунд, все-таки хочу сделать, чтобы он сделал. Смотри, у нас сейчас мы действуем как-то вслепую, то есть вот мы что-то запустили, оно что-то происходит. Вот где оно отваливается, какое... Давай все-таки логирование сделаем, давай все-таки посмотрим, какие процессы там идут и где конкретно отваливается. То есть давай делать не через действие, а через попытка. Если ошибка, то вернуть ошибку, потому что сейчас просто мы ждем 5 минут, это меня бесит. То есть просто ждать, при том, что я понимаю, что это должно происходить просто за секунды. Вот. И ты в активном режиме... Давай, чтобы логирование прямо выводилось в терминал, чтобы ты это мгновенно видел и реагировал, чтобы это не писалось в какой-то отдельный файл, а чтобы ты вот прямо сразу в активном режиме видел, что происходит, и чтобы я видел, что происходит. Потому что сейчас мы упираемся в какие-то тайм-лимиты, и мы не сильно продвинулись в том, что и где отваливается. Давай логировать и выводи все в терминал, чтобы ты сразу это видел и подхватывал. Если не работает, используем логирование. Меня обрадовало, что нашел нужный флаг. Меня обрадовало, что Bash, VSL, Ubuntu и вот это гитхабовский инсталляшка. Так, он обновляет тайм-коды, когда мы что-нибудь начинаем тут печатать. Видите, сейчас зависает, но я сейчас начну что-нибудь сюда писать, и он обновляет. Вот мы поймали баг, как опытные тестировщики. Мы поймали баг, который присутствует в программном обеспечении, и даже если он зависает на 4.78 или на 4.40, в смысле там не доходя до 5, если он тут зависает, то отбойник по тайм-лимиту 5 не срабатывает, потому что тут зависло. Вот видите, 4.46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 5 минут, 1 секунда, 2 секунды, 3. То есть вот он завис сейчас на 4.46, и отбойник по таймеру не срабатывает. Это глюк их софта.
Мы это обнаружили, но мы знаем, как его растормозить, и теперь вы, уважаемые зрители, знаете, как его тоже растормозить. Если он ничего не делает, вы начинаете просто писать что-то. Искусственный интеллект, подхватывая это, выноси это в, что вы узнаете в видео. Вот, и у нас получилось, мы что-нибудь там написали, и он растормозился. Понял, запускаю с монитор, буду видеть вывод в реальном времени, монитор, Hermes Install Live Output, мониторинг запущен, сейчас буду видеть каждую строку вывода в реальном времени и сразу реагировать. Brew for 13 минут, 33 секунды, 4 shells, 1 монитор, still running, монитор event. Так, у нас получается запущено куча процессов. Мы пытаемся установить, и, может быть, эти штуки нам мешают как-то. Так, зависимости у нас все есть. Но он опять, видите, то есть он нам не показывает. Вот, да, показывает. Монитор, статус running, runtime 1 минута, скрипт, который он запустил, output. Git есть, Node.js есть. Так, go back это влево. Install ripgrep for... ну давайте, наверное, вернемся назад, и он, наверное, что-то у нас будет спрашивать, нет? Получается, наверное, он у нас спрашивает, хотим ли мы установить это, можем ли мы выбрать N, не хочу. Что там у нас происходит? Ну, то есть тут просто надо нажать N во время установки. Но так как мы находимся в каком-то таком виртуальном окружении и общаемся именно с непосредственно искусственным интеллектом, то мы должны ему сказать, что он должен нажать N. Так, он радуется, что мы вручную ввели N, но это здесь не отразилось. У нас идет много процессов установки, которые не завершились. Убей, пожалуйста, все процессы. А вывод на экран так и не происходит. То есть в командную строку сюда не возвращаются никакие команды, поэтому ты на них и не можешь реагировать. А во время установки Гермеса он задает какие-то конкретные вопросы. Я их не вижу, потому что они задаются в каком-то виртуальном окружении, где я не могу выбрать ни да, ни нет. То есть мне установка голосового ввода там не нужна, поэтому мне его не устанавливай. Возможно, зависает из-за того, что там необходимо что-то выбирать, но из-за того, что ты мне не выводишь эти выборы для выбора, и ты не делаешь эти выборы, то, получается, мы упираемся в тайм-лимиты. Так, нажимаем стрелку влево. Escape to close. И как мне вставить сюда какой-то текст? Так, X to stop. То есть я могу их принудительно завершить.
X to stop, X to stop, X to stop, X, X. Я принудительно закрыл. Это эхо того же вопроса. Ты уже жду продолжения. Escape to close. Вставляем и отправляем ему сообщение. Во всяком случае, я думаю, мы уже нашли причину. То есть причина кроется в том, что во время установки там есть какие-то вопросы, которые задаются, и на них никто не отвечает. Они просто висят и висят. И процесс висит и висит. Да.